Вот такой пасынок мы оставили для наглядного примера. Здесь красивое соцветие развивается. Вот. Основной урожай уже большой, а хочется иметь второй урожай. Пасынковый урожай. Что делать? Беру секатор, то есть я в моем случае, и вот так вот его вырезаю. Соцветие было красивое, но я вырезал его. Почему? Здравствуйте, уважаемые любители винограда. На нашем канале было несколько раз, люди задавали вопрос, оставлять ли пасынки или пасынковый урожай, чтобы осенью полакомиться ягодами винограда. Вы знаете, здесь палка с двумя концами. В том плане, что с одной стороны хочется оставить урожай, осенью полакомиться, поесть что-то, когда винограда нет, и представьте, вы получаете второй урожай. Но в чем плюс и в чем минус? Давайте попробуем все разложить по местам. Сейчас у нас заканчивается июль, завтра уже будет август месяц, последний летний месяц. И остается один летний месяц, теплый месяц, когда виноград будет получать достаточное количество солнечного света и тепла и энергии. Но вопрос, хватит ли одного месяца, чтобы вот этот вот пасынковый урожай отцвел, налился, потом созрел, набрал сахара, чтобы мы покушали. Конечно, если вы пасынковый урожай оставляете раньше, не сейчас, как я вам сейчас показываю, конец июля, а чуть раньше, может быть, за месяц. Это если бы в этом году в Белгороде или в Белгородской области весна не была холодной, виноград стартанул бы за 2-3 недели раньше, и мы бы имели бы раньше урожай, и все раньше бы созревало бы. Но все отстает, и если я еще оставлю вот такие пасынковые соцветия или пасынковый урожай, то что получается? Вот этот урожай начинает оттягивать все питание на себя. И тогда что будет? Лоза наша плохо вызреет. А чем чревато, когда лоза наша не вызревает осенью? Если лоза не вызрела, если она не одревеснела, не набрала достаточное количество микроэлементов питания и не стала деревянной, то в зиму она не перезимует. Просто когда стукнут морозы, она испортится, сгниет, и все. Придет весна, а мы скажем, а почему, а где виноград, а где лозы? Почки не проснулись, лоза не проснулась. Тогда возникает вопрос, а почему куст не перезимовал? Значит, плохое укрытие было? Нет, надо начинать не с укрытия, надо начинать, как я подготовил куст винограда к зимовке, вызрела ли моя лоза. Вместо того, чтобы вешать сейчас вот такие вот гирлянды на наши кусты, пасынковый урожай, лучше их убрать, взять секатор и убрать вот так вот, раз, перерезать. И сейчас калийными и фосфорными удобрениями кормить наш виноградник. В предыдущем ролике мы об этом говорили. И теперь давайте положим на весы. С одной стороны мы хотим осенью полакомиться, что-то, несколько ягодок съесть. С другой стороны лоза не вызрела. И вопрос, что лучше? Конечно, лучше в пользу лозы. Поэтому в нашем случае, в нашем районе, в Белгородской области, мы на нашем винограднике мы не оставляем пасынковый урожай. Один год был у нас так, мы оставляли, немножко мы оставили и пожалели, вы знаете. Давайте сейчас пойдем к одному кусту, и я покажу вам еще такое соцветие. Это кишмишный сорт, но пока не буду говорить какой, чтобы сохранить небольшую интригу. Когда виноград начнет зреть, тогда я буду вам рассказывать о каждом сорте, о каждой форме подробно, и буду показывать, взвешивать, размеры снимать, ну, все по порядку. Пойдемте сейчас к этому кусту. Вот такие у нас гроздочки. Это первый урожай этой гибридной формы. Вот такой у нас кишмиш завязался. Первый урожай у этого куста. Вот здесь мы оставили раз, два, три, 4 гроздочки оставили. Было много, но оставили 4. И эта форма тоже
пыталась много-много раз выкинуть с пасынка новые соцветия. И мы постоянно пытались это срезать и убирать. Но представьте, вот куст и так несет вот такую тяжелую нагрузку. Смотрите, вот такая вот красивая гроздочка здесь. Раз, два, три, четыре. Вот 4 гроздочки. Ну вот здесь, я не знаю, уже килограмма 2,5 точно есть, но он еще наливает. Вот. А если мы оставим, и так куст несет нагрузку, еще догрузим мы его пасынковым урожаем, лоза точно не вызреет. Поэтому в пользу гроздочки, в пользу лозы мы убираем пасынковые соцветия, пасынковый урожай. Сейчас давайте посмотрим на это соцветие. Вот здесь мы видим с пасынка, видите, соцветие. Не успели его убрать, пропустили. Берем ножнички или секатор и просто вырезаем. Все, вот он не нужен. В другом случае, когда побег, вот он наш зеленый побег, он пустой. Здесь мы не оставили ни одной гроздочки, ну не завязался. То есть мы эти листики оставили в пользу того, чтобы эти листья работали на фотосинтез и кормили те большие грозди. Но здесь на пасынке завязалась маленькая гроздочка. Посмотрите, вот они, ягодки. Вот они, маленькие гроздочки. Можно ли их оставить? Ну, конечно, можно. Тут нагрузки никакой. Просто этот побег, он не ощутит эту гроздь. Ну, осенью можно полакомиться этими ягодами. Поэтому, уважаемые любители винограда, если есть соблазн оставить пасынковые грозди, соцветия, делайте свой выбор или свое решение. Возможно, где-то на юге, это Краснодарский край, еще где-то более теплее, там солнечных дней больше, сумма активных температур больше, чем у нас или чем где-то севернее. Возможно, они и оставляют пасынковый урожай, но для нас, для Белгорода, мы для себя решили не оставлять пасынковый урожай в пользу лозы, в пользу вызревания лозы, вызревания основного урожая. Чтобы этот ролик не был немножко таким суховатым, хочется показать вам несколько гроздей, которые начали наливаться и начали окрашиваться. Название я вам сегодня не скажу, чтобы сохранить интригу немного. Потом мы будем показывать. Пойдемте, я покажу, как они красиво красятся. Пойдемте. Приближается то время, когда мы сможем вам показывать результаты наших трудов. То есть, когда виноград начнет зреть, краситься, наливаться. И все это мы будем снимать по каждому сорту и все это представлять вам на обозрение. Кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь. Если понравилось, ставьте лайк. И как обычно, мы хотим, чтобы вы были здоровы.